Привет! Меня зовут Лена. Сегодня я покажу вам, как приготовить умопомрачительный черничный ПП чизкейк. Помимо вкуса и пользы, я вложила в него эстетическую составляющую. Одна точная формула делает дизайн этого торта особенно гармоничным. В процессе приготовления я поделюсь с вами этим секретом. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. ПП печенье, изюм, какао, сироп топинамбура, вода, мягкий творог, рикотта, сухое молоко, подсластитель, лимонный сок, соль, натуральный экстракт ванили, черника, вода и желатин. Друзья, спасибо большое за ваши лайки, за ваши добрые слова в комментариях. Они всегда вдохновляют меня на новые рецепты. Итак, для основы нам понадобится 60 грамм вкусного черного изюма. О секретах выбора и обработки сухофруктов уже есть видео на моем канале. Изюм я промыла, теперь нужно залить кипятком и дать постоять 5-10 минут. В это время подготовим печенье. Его потребуется 80 грамм. Это может быть любое печенье, которое устраивает вас по составу. Я использую ПП печенье, которое приготовила сама. Его рецепт уже есть на моем канале. Нужно его как следует измельчить с помощью блендера. Вот такая мелкая крошка получилась. Пересыпаем ее в чашу для смешивания и добавляем сюда 10 грамм какао. Перемешиваем. Сливаем воду с изюма и отправляем в блендер измельчаться. Получается пюре, не полностью однородное, но это не страшно. Перекладываем его в чашу и понемногу добавляем 60 грамм сиропа. Можно добавить в молоко или воду любой жидкий ингредиент, добиваясь подходящей консистенции. Вообще мне очень нравится именно такая основа для чизкейка. Изюм, какао и печенье. По вкусу это как, если помните, такие шоколадки с печеньем и изюмом, только еще вкуснее, потому что все ингредиенты здесь натуральные и качественные. Если нужно, доливаем еще сироп или воду. У меня в общей сложности ушло 80 грамм жидкости. Наша масса должна хорошо слипаться. Смотрите, если утрамбовать ее лопаткой, она легко формируется в единый слой и не крошится. Собирать чизкейк будем сразу на подложке, в кольце диаметром 16 см. По бортику проложена ацетатная лента, чтобы легко вынимать чизкейк. Выкладываем основу и тщательно утрамбовываем. Силиконовая лопатка отлично справляется, с ее помощью можно ровно сформировать бока. Отправляем в холодильник. А пока можно заняться остальными слоями. Для упрощения работы мы приготовим белый и черничный крема, а для нижнего слоя смешаем их в определенной пропорции. Итак, приступим к приготовлению белого слоя. Смешиваем в блендере все ингредиенты. 720 грамм мягкого творога и рикотты. Их можно взять в любой пропорции. Можно только мягкий творог любой жирности, можно только рикотту. Добавляем сюда 80 грамм сухого обезжиренного молока, 25 грамм подсластителя, 2 грамма соли, 2 грамма ванили и 7 грамм сока лимона. И смешиваем с помощью блендера в гладкую массу. Вот такой вкуснейший творожный мусс у нас получился. Я рекомендую вам использовать именно такое сочетание ингредиентов. Сухое молоко, соль, сок лимона и ваниль создают все оттенки вкуса и придают тот самый сырный вкус нашему ПП чизкейку. Белый крем не убираем в холодильник, он нам понадобится комнатной температуры. Теперь черничный слой. 170 грамм черники, можно замороженной. Измельчаем тщательно в блендере. И добавляем сироп топинамбура, 60 грамм. Можете добавить немного подсластителя по вкусу. Все перемешиваем. Я доведу эту смесь до кипения в целях стерилизации, но это не обязательно. Все, наш черничный крем готов. И сейчас я расскажу, о каком секрете я говорила в начале видео.
В дизайне этого торта использовано правило золотого сечения. Это удивительная пропорция, которая наблюдается повсюду в природе, которую использовали великие художники и архитекторы. И любая композиция, в которой использовано правило золотого сечения, выглядит гармонично и притягивает взгляды. В процентном соотношении золотое сечение выглядит как 62% и 38%. Для вашего удобства я подготовила вот такую схему. Я рассчитала точный вес ингредиентов в каждом слое, который создаст в нашем торте божественную гармонию. На этой схеме указаны все точные количества. В описании под видео я размещу временную метку на эту схему. Итак, далее приготовим нижний сиреневый слой торта. Для этого отделяем 350 грамм белого крема и оставляем их для верхнего слоя. А в большой чаше осталось 480 грамм крема. В него будем вливать черничное пюре. Я перетираю пюре через сито для того, чтобы в сиреневый слой не попали тонкие шкурки черники, чтобы цвет был равномерным. В чашу должно попасть 70 грамм чистого пюре. Оставшиеся в сито шкурки можно вернуть к черничному джему. Они ничуть его не испортят, лишь придадут ягодную текстуру. И перемешиваем наш крем до равномерного цвета. Вот такая красота получается. В этот слой добавляем 7 грамм желатина, замоченного в 42 граммах воды. Я его уже растопила. И тщательно размешиваем. Если ваш крем был холодным, то желатин может свернуться. Если это произошло, совсем немного прогрейте крем до однородности, но не нагревайте выше 40 градусов Цельсия. Выливаем крем на основу. Слегка потрясите, чтобы выровнять поверхность. Охлаждаем до застывания в холодильнике 1-2 часа или в морозилке около 30 минут. В черничный слой добавляем 4 грамма желатина, замоченного в 24 граммах воды. И также тщательно размешиваем. Выливаем на охлажденный сиреневый слой. Аккуратно распределяем. Тоже можно немного потрясти. И охлаждаем до застывания в холодильнике 30 минут или в морозилке минут 10. Белый слой также смешиваем с уже растворенным желатином. 4 грамма желатина в 24 граммах воды. Добиваемся однородности. И выливаем на застывший черничный слой. Отправляем застывать в холодильник на 1 час или в морозилку на 20 минут. После полного застывания снимаем кольцо. Снимаем пленку и размещаем декор. У меня это живые орхидеи. Вот такой нежный и красивый тортик у нас получился. Давайте его разрежем. Скажу сразу, он очень вкусный. Черника обладает очень мягким вкусом, который не затмевает сырные оттенки белого слоя, а наоборот прекрасно с ним гармонирует. Ну а шоколадная основа с печеньем и изюмом – это просто вау! Если это видео оказалось для вас интересным, полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Пока!